Дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал «Записки пользователя» или «Вы гениальны». Сегодня в нашем меню классический рецепт французской кухни – котлеты диваляй. Считается, что автором этого рецепта является французский повар Николя Аперт. И в отличие от традиционных, эти нежные, очень ароматные, сочные котлеты, хрустящие золотистой корочки, готовятся из цельной грудки куриного филе, а не из фарша. Внутри этих котлет находится сочная начинка из грибов, шампиньонов с нежным соусом. Я вам сегодня покажу пошагово, как приготовить это великолепное ресторанное блюдо в домашних условиях. И посмотрев внимательно это видео до конца, вы будете подкованы полностью теоретически. И вам остается только практически воплотить это блюдо в жизнь. И у вас оно обязательно получится, потому что вы гениальны. Итак, мои дорогие, приступаем. И для этого нам с вами необходимо 3 куриные грудки. Для начинки котлет диваляй нам нужны шампиньоны 200 граммов, натуральный йогурт или сметана примерно 150 граммов, 1 луковица и 50 грамм сыра, соль, перец, оливковое масло или любимое ваше растительное масло. Шампиньоны мы с вами должны нарезать мелкими кубиками. Так нарезаем все шампиньоны. На раскаленную сковороду мы добавляем масло и грибы. Пока грибы мы с вами не солим и не добавляем лук. Периодически их помешиваем и поджариваем. И пока у нас с вами жарятся грибы, нарезаем лук мелкими кубиками. Грибы уже хорошо утушились, и теперь можно добавлять лук. И вот сейчас только мы будем добавлять соль и перец. И теперь все тщательно перемешиваем. Когда у нас лук уже немного поджарился, мы можем добавлять йогурт или сметану. Примерно 3-4 столовых ложки. Перемешиваем все. Пока у нас жарятся грибы с луком, мы натираем сыр. Столько сыра вполне достаточно. Мы будем добавлять его в грибы, когда выкипит вся жидкость. И вот теперь, когда у нас выкипела вся жидкость, мы добавляем сыр. Перемешиваем все с сыром и прогреваем еще пару минут, пока сыр не растопится. Ну а теперь можно наши грибы снимать, и они должны у нас остыть. Начинка у нас остыла, и мы теперь с вами режем укроп и петрушку достаточно мелко. Порезанный укроп с петрушкой мы добавляем начинку и тщательно перемешиваем. Теперь можно начинку завернуть в полиэтиленовую пленку колбаской и отправить в морозильную камеру. И теперь будем заниматься куриным филе. Куриная грудка у нас состоит из малого и большого филе. И вначале мы должны отделить малое филе. Отделяем малое филе, его видно. Вот проходит фасция. Вот по нему мы его отрезаем. У всех куриных грудок мы отрезаем малое филе. Отделяем большое филе от малого. И так поступаем со всеми. Теперь и малое, и большое филе мы должны разрезать на 2 части параллельно столу. Вот таким образом. У нас получается из одного филе 2 филе. И так поступаем с остальными филе. Если малое филе у вас небольшое и его невозможно разрезать на 2 части, я после вам покажу, как с ним поступить. Вот такое филе должно у нас получиться. И последний кусочек. И теперь мы с вами должны отбить филе. И начинаем мы с малым филе. Вот таким молотком пользоваться нельзя, который с шипами, зубчиками. Должен быть молоток плоский, широкий, без каких-либо зубчиков. Если у вас такого молотка нет, мы воспользуемся скалкой. Будем раскатывать и отбивать ею наше филе. Начинаем отбивать филе с малого. Филе мы кладем на полиэтиленовую пленку. У филе есть естественная защитная пленка, плевра. Вот этой стороной мы кладем вниз. Она защитит нашу начинку от вытекания. Накрываем сверху пленкой. Отбивается только с одной стороны. Работаем растягивающими движениями. Кусок у нас должен получиться, толщина куска не более
3 миллиметров. Скалкой можно раскатывать. Вот так его раскатываем и отбиваем. Все, достаточно готово. Вот так выглядит малое филе, которое мы с вами отбили. Мы закончили работать с малым филе. Начинаем работать с большим. Его кладем также на пленку гладкой стороной вниз, там, где есть эта сторона. Мы разрезали филе на 2 части. Накрываем другим куском пленки и точно так же отбиваем растягивающими движениями и раскатываем. Сильнее. Я думаю, достаточно, уже готово. Снимаем пленку. Вот такое у вас должно получиться филе, заготовка для нашей котлеты. И точно так же мы поступаем со всеми другими большими филе. Филе мы отбили. Теперь мы начнем формировать наши котлеты. И прежде всего мы должны отделить начинку. Я из начинки Сформировала колбаску и заморозила. Это делать не обязательно, но это значительно упрощает весь ваш процесс. нам надо 6 небольших кусочков. Начинку можно не замораживать, а просто класть ее в котлету малое филе чайной ложкой. Отрезаем нужные нам кусочки. 3 я уже отрезала и еще 3 небольших кусочка. Отставляем ее и будем работать с мясом. Если вы не смогли разрезать малое филе вдоль на 2 части, то сейчас, после того, как мы его отбили, разрезаем на 2 части поперек. И теперь мы малое филе солим и перчим. Красным и черным перцем перчим. Теперь берем большое филе и кладем его гладкой стороной вниз. Там у нас находится защитная естественная пленка. Также его солим и перчим. Делаем это с одной стороны. А теперь в малое филе мы заворачиваем начинку. Подворачиваем края, если есть такая возможность. И теперь ее кладем на большое филе. Малое филе мы заворачиваем в большое филе по принципу фаршированных блинчиков, подворачивая края. Прижимаем руками и формируем лодочку. Вот такая у нас котлета. И так мы будем формировать все котлеты. Мы сформировали все наши 6 котлет. Сверху их надо посыпать красным и черным перцем и солью. Теперь на 10 минут убираем их в морозильную камеру и будем заниматься нашим льезоном. Пока наши котлеты находятся в морозильной камере, мы с вами приготовим панировку. Для 6 котлет надо 3-4 яйца. Разбиваем их в чашу, и еще нам с вами понадобятся панировочные сухари и мука. Взбиваем все вилкой. Можно добавить пару ложек молока или воды. Все, льезон готов. Котлеты у нас уже подморожились. И начинаем процесс. Берем котлету и окунаем ее в муку. Обваливаем тщательнейшим образом со всех сторон. А теперь котлету тщательнейшим образом обмакиваем в яйцо, помогая себе 2 вилками. Теперь котлеты отправляем в панировочные сухари и очень тщательно их там панируем. И теперь мы делаем второй раз. Муку мы уже не окунаем. У нас двойная панировка. Окунаем заново в яйцо. И опять сухари. И также тщательнейшим образом мы все это панируем. Лишние крошки мы стряхиваем и укладываем в лоток. И так поступаем со всеми котлетами. Двойная панировка, еще раз повторяю. Мука, яйцо, сухари. И заново яйцо и сухари. Друзья, все 6 котлет мы сформировали. Теперь на полчаса мы их отправляем в морозильную камеру, чтобы у нас подмерзли к котлетам крошки. И займемся нашим фритюром. Готовим фритюр. Ставим на плиту казан или сотейник и наливаем растительное масло рафинированное. Масло разогреваем до температуры 160 градусов Цельсия. Как определить температуру 160 градусов Цельсия без термометра? Масло мы опускаем в зубочистку. И когда возле нее начнут образовываться пузырьки, значит мы достигли необходимой для жарки температуры. Опускаем котлету и жарим ее пару минут. Котлета у нас внутри не жарится только верхняя оболочка. А дожаривать, допекать котлетку мы будем в духовке. Поджариваем с 2 сторон до золотистого цвета. Потом вытаскиваем и отправляем жариться следующую партию. Все котлеты обжарены с 2 сторон, и теперь мы их отправляем в духовку.
Духовку разогреваем на 180 градусов, включен верх и низ духовки. Среднее время выпекания 20 минут. Котлеты мы выпекли, они готовы. 20 минут – это среднее время выпекания. Как определить готовность, что котлеты пора вынимать? Когда на котлетах начинают появляться мелкие пузырьки, это говорит о том, что котлеты готовы. У меня выпекались 23 минуты. Давайте посмотрим, готовы ли наши котлеты. Проверяем готовность. Ну что ж, котлеты готовы. Можно начинать ужинать. Друзья мои, котлеты диваляй, изысканное блюдо французской кухни, готово. Я думаю, если вы внимательно и до конца посмотрели это видео, у вас котлеты получатся еще лучше, чем у меня, потому что вы гениальны. Чем хорошо это блюдо? Можно заранее приготовить котлеты к празднику и, не обжаривая их, заморозить. А потом предварительно вечер вытащить из морозильной камеры, поставить в холодильник, а на утро их можно уже жарить. Я вам советую его приготовить. Вы удивите своих гостей этим изысканным блюдом ресторанной кухни. Мои дорогие, я вам желаю ясных и солнечных дней. Приятного вам аппетита! Готовьте с удовольствием. Ставьте пальчики вверх. И не забывайте подписываться на мой канал. Вас ждет много разнообразных рецептов. И я научу вас их готовить. И делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья. С вами была Пульхерия. Пока-пока.